Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. На днях у нас вышло видео о том, что же произойдет на Пасху 5 мая. Можете зайти на наш канал и посмотреть. Но в этом видео мы постараемся ответить на все ваши вопросы, которые вы написали в комментарии, потому что многие люди не знают, не понимают, что делать. И это, конечно же, приводит к каким-то определенным непонятностям в жизни людей, и многие переживают за те или иные моменты. Поэтому мы в этом видео поговорим о том, кто же уже уйдет с политической сцены, когда это все завершится, какие страны будут переформатированы и так далее, друзья. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и, пожалуйста, сделайте определенные выводы. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «оптимизм». Именно это слово поможет вам увидеть светлое будущее и перспективы в вашей жизни. Итак, друзья, 2024 год. Вы знаете, этот год достаточно такой уникальный по своей энергетике. Этот год, особенно его вторая половина года, будут разворачиваться достаточно интересные события. И эти события повлияют на всю историю. Многие думают о том, что как мы жили до февраля 2022 года, так и будем продолжать жить. Скоро все вернется на круги своя, и, соответственно, все мы будем шиковать, путешествовать и наслаждаться жизнью. Но ввиду определенных обстоятельств, ввиду определенных факторов, вот такая вот жизнь, в которой нет постоянства, в которой нет стабильности, будет до 2030-2032 года. Но это не значит, что нам нужно с вами опустить руки и забиться в угол и плакать, рыдать, или как-то вот люди пытаются как-то негативно привлечь в свою жизнь энергии. Ни в коем случае этого нельзя делать, потому что как только вы открываетесь божественным силам, как только открываетесь свету, в вашей жизни начинает появляться очень много интересных возможностей, контактов, людей, при этом вне зависимости, где вы проживаете. Даже бывает так, вы сами пишете в комментариях о том, что мы начали проводить те практики, которые вы говорите, прописывать то, что вы говорите, и в той или иной ситуации наша жизнь вообще по-другому повернулась. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эти подсказки и старайтесь их использовать в жизни. Вы знаете, что в этом 2024 году проходят выборы, президентские выборы, парламентов во многих странах мира. И, конечно же, здесь ситуация очень кардинально может меняться. И вы должны понимать, что если мы говорим о Европе в целом, то в Европе все очень плачевно. Многие люди не проживают в Европе, думая о том, что там очень сладкая жизнь, что там все так красиво, замечательно, но вы должны понимать и то, что это просто красивая картинка, так же самое, как и в Америке. Пусть меня сейчас забросают помидорами вонючими и гнилыми, рассказывая о том, что как прекрасно и как чудесно. Если вы официально проживаете, если у вас есть высокооплачиваемая работа, то, конечно же, возможно, на данном этапе жизни вам не о чем переживать. Но если вы, ввиду тех обстоятельств, которые произошли, переехали в Европу, в Америку, в Канаду, да и в какие-либо другие страны, вы открыли глаза, вы увидели, что же в реальности происходит. Потому что вы знаете о том, что во многих странах мира нет понятия бесплатной медицины, бесплатного образования и многих социальных гарантий и так далее, и так далее. И те люди, которые переехали и вот так вот пытаются выживать, это, конечно же, печально. Европа тянется, знаете, в такую вот бездну, это на энергетическом плане очень просматривается, и особенно это касается Франции, это касается Германии, вот Италии, Испании, то есть это вот такие. Вот этот костяк, он очень, знаете, он всю Европу достаточно сильно тянет вниз, ввиду той политики, которую они проводят. Конечно же, многие живут и думают о том, что нас это не коснется, мы проживаем в таких вот великолепных странах и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что каждый день мир меняется. Если мы вечером смотрим одно и ложимся спать, то на утро мы можем узнать о том, что за одну ночь произошли определенные события в мире, которые повлияли на многие факторы. И те
политики, которые сейчас у руля, в той Европе же, в той же Америке, к сожалению, это некомпетентные люди. Вы сами видите, вы сами знаете, при этом их растили те, кто их сегодня их поставили, и, к сожалению, от них ничего толкового мы не можем увидеть, услышать и так далее. И, соответственно, их действия, их слова только, к сожалению, направлены на разрушение. Многие сейчас скажут: да нет, что вы, это такие прекрасные политики, это такие прекрасные люди, да не то делают, да не все делают и так далее, и так далее. Это ваше право. Мы говорим о том, что происходит на тонком плане, на энергетическом плане. А вы знаете, то, что происходит на тонком плане, рано или поздно оно переходит в материальный мир. Другое дело, что мы можем повлиять, но многие люди пассивны, многие люди думают о том, что их это не коснется, и, соответственно, это приводит к таким вот печальным последствиям. Хотите вы этого или нет, но вот те страны, которые мы назвали, это как бы костяк Европы. Здесь ожидается гражданская война, гражданские столкновения. Это будут в каждой стране, это будет по-разному. Также это будут постоянные, ввиду того, что там очень много иммигрантов со многих стран мира, с той же Африки, с Востока, и это все будет приводить к хаосу. Это уже начинается, и те, кто проживает в этих странах, точно также об этом говорят. Поэтому Европа в какой-то момент, она начнется жить в этом хаосе, в этой нищете, и там очень много возникать будут проблемы. Вот это будет, вот так вот Европу будут трясти, вот этот старый мир аж до 2028-30 года. Мы никому не угрожаем, и мы просто говорим о том, что мы видим. Если мы говорим об Америке, о той великой стране, которую когда-то мы знали, то у нее тоже все очень печально. К сожалению, многие думают о том, что вот сейчас Америка заживет, вот Америка, придет новый президент и так далее, и так далее. Мы можем вас разочаровать ввиду определенных событий, которые произойдут в ближайшее время в Америке, выборов не будет. Можете в это верить, можете не верить, это ваше право, но на сегодняшний день то, что мы говорим закрытым на нашем чате, канале, то вы даже удивляетесь иногда, как мы такое можем сказать. Ну вот, да, вот так вот на энергетическом плане, потому что Америка исчерпала, и Америка, то, что она сейчас творит в мире, она, к сожалению, пострадают, конечно же, и люди, простые люди, но, вы знаете, все взаимосвязано. Если люди молчат, значит, их это устраивает. К сожалению, это вот так вот происходит. Многих интересует вопрос, что же ждет Британию. Вы знаете, Британия в какой-то момент она также распадется, но это не ближайшее время, это уже ближе к 2030 году. Вы знаете, королева, она оставила после себя империю, которую, как будем так говорить, то есть кому она хотела передать свои права, а, к сожалению, они не стали на престол. Вы понимаете, да, что это внук ее, вот, но, к сожалению, определенных обстоятельств стал ее сын Карл, но дело в том, что вы должны понимать, что на сегодняшний день хочет управлять страной не Карл, а Камила. И это видно очень четко просматривается, к сожалению, но у нее, знаете, такое вот понимание не во благо людей управлять, а ради своих каких-то амбиций. К сожалению, благодаря вот этой женщине, в том числе, но она будет играть очень важную роль в разрушении того, что вот произойдет. Конечно, это не произойдет в ближайшее время, возможно, к счастью, возможно, к сожалению, но в любом случае Британию ничего хорошего не ждет, и это в энергетическом плане очень сильно просматривается. Кто-то может быть удивлен, но вот такие вот далее события. Далее, начиная со второй половины 2024 года, во многих странах начнется определенные проблемы, начиная от беспорядков, потому что цены растут, вы сами видите, что происходит, то есть у многих стран
странах нет вот тех дотационных начислений, которые раньше были, потому что все думали о том, что то, что произошло в феврале 2022 года, это буквально на пару дней, на пару месяцев, но никак не годами. И, к сожалению, финансовый ресурс у европейских стран, он уже исчерпан, все из последних сил, все очень тяжко, но об этом никто вам не скажет, потому что все хотят иметь, как говорится, красивое свое лицо. Далее, что еще стоит обратить внимание с Китаем? Китай постепенно начинает уже, то есть, поднимать голову. Да, они и раньше были, но сейчас они уже, то есть, если раньше они во внутреннее все пытались сонастроить, то сейчас Китай, начиная со второй половины 2024 года, начнет появляться на мировой арене. Многих интересует вопрос, что там с Тайванью и так далее, и так далее. Обращаем ваше внимание, что Тайвань будет взят мирным путем и никаких проблем с. То есть Китай, знаете, это очень китайцы и тот менталитет, та культура, которая преобладает, она очень достаточно интересная. Кто изучал китайскую культуру, кто жил в Китае, кто был в Китае, они знают, что они не как славяне, не как европейцы, не как американцы. Это совсем другая культура, ее нужно понимать и знать. И китайцы, они очень такие достаточно интересные люди, но Тайвань, к счастью или к сожалению, он мирным путем вернется на круги своя. Также обращаем ваше внимание, что мы уже говорили о том, что на Востоке будет большая война. К сожалению, это будет, и при этом ни победителей, ни проигравших в этой войне не будет. Поэтому, если вы проживаете на этих территориях, думайте уже сейчас, еще есть время для того, чтобы покинуть эти территории. Конечно же, если вы условно гражданин какой-то арабской страны, и вы хотите переехать жить официально в Европу, то вам, наверное, это сложно, потому что, да, это виза и так далее, но если вы нас слышите, вы слышите о том, что мы говорим, думайте о том, есть время еще, потому что когда это все начнется в тот момент, когда будет разрушена вот эта известная мечеть, она будет разрушена, и из этого уже, знаете, это будет как последний штрих перед началом всего этого. Поэтому, если вы проживаете, и вот это произошло, знаете, вам нужно руки в ноги и пытаться найти ту территорию, где вам будет более-менее комфортно. Конечно, это сложно, потому что многие люди проживают на своих территориях. Знаете, недаром говорят, где родился, там и пригодился, но сейчас эта уже программа не действует в мире, и каждый человек должен выбирать себе новый путь, новую дорогу и не зацикливаться на то, что в том или иной момент происходит. Что касательно Кореи, там будет жестко все очень, там будет война, настоящая война. Опять же, это будет не сегодня, это будет не сейчас. Еще раз повторимся, многие события, они в процессе, они в движении, то есть это не происходит за полчаса, вы должны об этом тоже понимать. Соответственно, это все вот постепенно будет накаляться и увеличиваться, и приведет вот к такому вот большим таким вот столкновениям. На что еще стоит обратить внимание, что если мы говорим о той стране, которой почему-то сегодня многие не говорят о ней, об этой стране, или говорят только в негативном русле, то знаете, что страна, которая имеет самую большую территорию в мире, на сегодняшний день она находится под божественной защитой, хотите как угодно это называйте, кто-то начинает там гадости какие-то писать и так далее, это ваше право, но мы говорим о том, что это происходит в тонком плане, и то, что три сестры, они объединятся, и славяне, обращите внимание, мы не говорим о каком-то конкретном народе, мы говорим о славянах, они объединятся, и будет, знаете, вот созидательное такое вот, будет созидание и вот творение, знаете, там очень много людей, которые объединятся, которые откроют свои глаза и начнут творить, то есть не будет так, что ты плохой, я хороший, или наоборот. Да, это нужно время, но все же.
Также обращаем ваше внимание, что 2030 до 2032 года на всей планете будет происходить не очень хорошие события. Где-то это будут катаклизмы, где-то вулканы будут просыпаться, где-то это будут землетрясения, где-то это будут войны, где-то будут происходить еще какие-то не очень хорошие моменты, где-то это будет гражданская война. И в этом хаосе мир будет жить до 2030 года. Но в то же время, когда происходит после разрушения, начинается созидание. И это созидание, оно будет таким, вот знаете, вот все чего-то ждут, что будет что-то такое сверхъестественное и так далее, но этого не будет. Еще хотим сказать в таком вот моменте, вы можете сейчас не верить, можете сказать, что это, знаете, фантазии чьи-то, но то, что разрушит вот мечеть, да, которая находится в Иерусалиме, не будем ее называть, ее все знают, а, к сожалению, она будет разрушена, на месте будет построен то, что евреи хотят построить. Но обращаем ваше внимание, это будет такое шоу, что пришел новый Иисус Христос. Если вам так удобнее, чтобы вы услышали, да, и многие люди этому поверят, что пришел действительно новый человек в мир, как Иисус Христос, и который поменяет весь мир, но, вы знаете, ничего не произойдет, даже если, возможно, слышите новости, что говорят о том, что вот уже в космосе, во Вселенной летают корабли, материнский какой-то корабль с инопланетянами и так далее, и так далее. Это все готовится вот к этим событиям, поэтому ваша задача ни в коем случае никому ничему не верить, кроме себе и своему сердцу. И когда вы в чем-то не уверены, задавайте себе вопрос, а что я вижу? Потому что наши глаза, они, знаете, вот наши глаза могут видеть то, что они хотят видеть, но в реальности будет происходить совсем другое. То есть людей будут отводить для того, чтобы создать новую религию, привести новую культуру и так далее, но те, кто, к сожалению, это делает, у них это не получится. На энергетическом плане божественные силы этого не дадут сделать. Да, будут какие-то моменты, но вот знаете, это то же самое, что вот сейчас что-то начнется сверхъестественное, и все, конец этому миру, и все вот так нагнетается, но если вы несете в сердце мир, вы несете гармонию, несете любовь, несете созидание, то вас этого не коснется, и вы даже об этом не узнаете. То есть высшие силы, ангел ваших хранителей все сделают так, чтобы вы в этот момент даже этого не почувствовали. А если почувствовали, то это, знаете, так, как дуяние ветерка, вот прочувствовали, но не что-то такое глобальное. Многие, конечно, задают вопросы, когда будет стабильность, когда начнем, когда закончится это все и так далее, и так далее. Если мы с вами говорим о том, что сейчас происходит между У и РФ, то на сегодняшний день идут, будем так говорить, идут за столом переговоры. Но на сегодняшний день еще ничего толком не оговорено, потому что каждый раз они срываются. Вы сами видите, что сейчас происходит. Просто, знаете, мы не видим, что за закулисьем. Но то, что происходит, да, и обращаем ваше внимание, что уже во второй половине 2024 года начнет прорисовываться уже мирное соглашение, потому что, к сожалению или к счастью, Украина, та территория, она будет разделена, хотите этого или нет. Мы говорили в закрытом нашем чате, как она будет разделена, кому что отойдет. То есть это будет несколько стран, это не одна страна. Можете в это верить, можете в это нет. Вы скажете, что это сказки, это ваше право. Знаете, у каждого свои розовые очки, которые он носит и думает, что только так и никак по-другому. Кто-то считает, что мы должны всех победить, а кто-то считает по-другому. Вы должны понимать, что есть сегодня некоторые страны, которые находятся под божественной защитой. Кто скажет о том, что а как так можно? Но давайте начнем немножко историю отмотаем и вспомним тоже Хиросима и Нагасаки, как все начиналось. И вот это сегодня, знаете, как бы все забыли историю, забыли вообще, что происходило, и как нарушался и устав, и ООН нарушался, и нарушались другие международные документы, та же Югославия и так далее, и так далее. Все про это забыли. И то, что сегодня происходит в мире, это происходит уже в какой-то степени хаос, потому что я хочу устанавливать такие правила, а я не хочу, я не устанавливаю такие правила. Поэтому мы пришли к тому, к чему мы пришли. Потому что если бы действовали действительно бы документы или, по крайней мере, слово каждого человека, то были бы, конечно же, те или иные моменты. Так что теперь, друзья, вы знаете. И еще мы затронули тему, да,
Чем же все, когда это все завершится? Скажем так, что касательно У и РФ, это все уже закончится март-апрель следующего 2025 года. Будете удивлены, но это вот будет, знаете, вот как-то очень быстро произойдет. Вот, нужно быть готовым ко всем событиям, которые будут развиваться. Делайте свои запасы какие-то, которые вы считаете нужными. Идите на землю, к земле, это очень важно, потому что она действительно поможет. Вот такой вот, друзья, важная информация хотели мы сегодня с вами поделиться. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, мы подготовим еще видео, потому что у людей очень много вопросов, многие не знают, что делать и так далее, и так далее. Так что пишите, и мы вместе с вами будем проговаривать те или иные моменты. Всем мы желаем, друзья, мыслимых и немыслимых благ. В комментариях напишите сейчас слово «оптимизм», чтобы видеть светлое будущее и перспективы. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.